Всем привет! Вы на YouTube-канале Аксель Франк, и это у нас Австрия, Каринтия. Озеро Асиахерзее, как видите, снега особенно нету. Это время у нас между Рождеством и Новым годом. Австрия католическая страна. Здесь Рождество справляется до Нового года. А сегодня у нас главный, дежурный по каналу будет кошка Анфисия. Ну, видите, там предновогоднее время – это время посылок. А вот мы получили посылку большую из Германии от наших хороших друзей. Со всякими сладостями и прочими вредными вещами. Вкусными, но очень вредными. А кошка Анфиса получила коробку. Она очень довольна. Мы к Новому году готовимся. У нас уже были гости с рождественскими поздравлениями. Уже несколько застолий было веселых, интересных, в том числе с мальчиком Егоркой. Наши гости из Украины тоже у нас побывали, попраздновали. Думаю, надо подписаться. Фисия, пойдем домой. Пошли, хорошая моя, пошли домой. Да, скучно тут, туман. Тут делать все равно нечего. Пойдем, а дома у нас гости. А она гостей боится. Хорошая моя. Хорошая моя. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Анфисия на полусогнутых, но уверена. Говорит, как же я туда пойду? Там же гости. Ну ничего. Кто-то пакет бросил. Что за свиньи? Потом уберу. Обратите внимание, какой шубой она обзавелась. Пойдем, пойдем. Арчику такая и не снилась. Роскошная. Открою ей дверь. Ну, пошли домой. Давай, давай. Я домой хочу, а там гости. Хорошая моя девочка. Тут коробки для нее, да. Ой, коробки какие отличные. Отличные коробки. Она знает, что у нас Да. гости, поэтому немного сомневается, опасается. А на улице гулять как бы не очень интересно, потому что на улице у нас туман. Вот такой сплошной и абсолютно. Просто резко потеплело. Днем дают уже до +7. Соответственно, пару дней туман. Потом уже будет попроще, поинтересней. Анфиса заглянула через террасу, через большое витринное наше окно внутрь и поняла, что нет, наверное, домой пока не пойду. Там гости, ну их. И решила, пойду проведаю, как там мои утки с лебедями. Про лебедей пару слов. Мне задают вопрос, почему я им не даю из какой-нибудь кормушки, из какой-нибудь там миски, а почему высыпаю на дно. Дело в том, что собирание корма со дна – это естественная форма питания для лебедей. Вообще для водоплавающих. Но для лебедей особенно. Они, помимо того, что просто собирают еду, они закладывают маленькие камушки со дна, которые им помогают перетиранию пищи в желудке. Поэтому, если им давать даже в кормушке, у меня есть видео на канале про зиму. Да, зимой я им ставлю кормушку, они все равно берут оттуда, зачерпывают и опускают в воду. И все равно едят из воды. Так у них устроено. Утки и гуси, они могут есть просто на суше с какой-то кормушки, они могут есть, у них у лебедей или потому что шея длинная такая, какая-то особенность, они только с водой, рядом с водой едят, в воде едят. У них есть такая особенность, поэтому им давать в какой-то кормушке смысла нет, они все равно это в воду опустят. И я потом почитал, что да, рекомендуют, просто высыпайте там, где мелко достаточно для лебедей, чтобы они могли достать со дна. Просто высыпайте на дно, это будет для них лучший вариант. Так и делаю. Анфиса в своей сторожевой будке контролирует тех, кто там в тростнике. Да, в тростнике. А я этих контролирую.
У Анфисы наблюдательный пункт. Вот смотрите, сначала со дна собирают лебеди. Утки немножко в стороне ждут. Но они знают, что потом лебеди поедят, но они все не съедают. И лебеди перейдут на другую стадию. Пришло какое-то потепление. Сегодня днем +5, потом следующие дни +7. И на Новый год +5 опять. Ночью 0, днем +5. Европа мерзнет. Вот, я им потом дам еще корм. Это они в тростнике так шумят. Еще корм, который плавающий, тоже на основе зерновых, они его собирают с поверхности воды. А утки уже доедят то, что осталось на дне. Ну, мы это с вами увидим, это зрелище, мне очень нравится. Анфиса наблюдатель. Куда она, интересно, смотрит? Она ведь куда-то смотрит. Он сядет под эту табуретку в домике и наблюдает. Никого не вижу. Не, никого не вижу. А скорее всего там Арчик прошел, она засекла его. Может, уже прошел кто-то. От нее ничего не ускользает, но все замечает. Вообще удивительно, то есть вот если она дома, вот смотрит, раз голову повернула что-то, да, значит на террасе кто-то появился, кто-то там, то есть она вообще. Вчера приплывали без молодежи. Молодежь По своему плану где-то харчуется. А сегодня вот вместе. Ну, утки требуют все, говорит, давайте, нам оставьте. А вот уже очередь уток. И вот смотрите, что происходит. Вот эти полосатые это селезни, вот эти серенькие это уточки. Вот. И они вот так бойко-бойко. Ну, там глубина такая, что они достают, они нормально достают. И им примерно они съедают половину того, что я высыпаю. Я высыпаю там ведерко такое небольшое. Примерно половина достается уткам. Так, Анфисия в своем наблюдательном пункте. С утра на пирсе следы цапель. Вот обратите внимание, вот эти тонкие следы, это цапли. У меня про цапель есть несколько видео на канале. Я ссылку не забуду дам. Вот. Я их затоптал, конечно. Ну, это... Цапли регулярно сюда прилетают. Видимо, что-то тут на мелкоте все-таки себе находят. Что? Все. Завтрак окончен. Уткам скажите спасибо, половину сожрали. Звуки природы. Да. Анфисия. А ты опоздала на самую раздачу, на самый цирк. Сейчас я им всё Немножко горошка досыплю. Вон Анфисия сидит. Она как подушка стала, нахохленная вся. Да. Шубу отрастила себе. Анфиса каждое утро со мной обязательно участвует в кормежке. Думаю, надо подписаться. Ладно, в общем, готовимся к Новому году. Желаю всем отпраздновать его. Даже если этот праздник будет в тяжелых условиях, трудных условиях, ну, этот год должен наконец закончиться, пройти. И я уверен, что следующий год будет лучше. Пока-пока.